Просто, чтобы вы понимали, с чего началась моя рыбалка в этот раз. Просто приняла решение собрать мусор. Это просто пипец, ребят. Друзья, сзади меня замечательная река, которая называется Свислочь. И я приехала сюда на рыбалку, чтобы половить фидером. Не знаю, какую рыбу, потому что здесь фидером я ни разу не ловила. Посмотрим, что у меня получится. Но я нахожусь в очень интересном месте. Напротив у меня вот здесь вход в какой-то такой типа как старик. Здесь много воды, есть ручей. В общем, вот интересное достаточно место. Посмотрим, что получится из моей сегодняшней поездки. Так, надо будет где-то набрать водички. Мне понадобится ведерко. Видите, здесь таких особо подходов к воде нет. Да и здесь под моим берегом должно быть русло. Сразу видно это вот по таким как завихорам на течение, а там более что-то такое как спокойное. Видите, сегодня я ловлю на реке, поэтому корм, естественно, мы делаем более или менее инертным, для того, чтобы его не сносило течением. Для чего в воду при замешивании я добавляю сироп, который склеивает впоследствии корм. Для корма я выбрала две составляющих, точнее 3. Первая составляющая это корм Carp XXL, вторая составляющая это корм черный лещ, и третья составляющая это зеленое печево. Также в корм я буду добавлять при ловле животный компонент и кукурузу в качестве крупной фракции. Сиропы засахариваются, и почему-то во всех сиропах, которые у меня постояли какое-то определенное время, внизу твердый осадок – это сахар. Вот. Почему, интересно, так? Потому что это сироп на сахаре. Обычно корм в первое увлажнение можно даже немного не досушить. Корм может пылить только в том случае, если вы собираетесь ловить плотву, мелкую рыбу, либо уклейку. Либо карпа, кстати говоря, потому что карп тоже любит пылящий корм, особенно на плаве. Мы в последний раз уезжали с реки Свислочь, забрали с собой мусорные пакеты, в которых был мусор не только с нашей рыбалки, но и чужой мусор, и его было достаточно много. Мы приняли решение его выбросить в ближайшей деревне, для чего мы выбрали мусорные урны, которые стояли в деревне. Самое интересное, что в населенном пункте не было ни одной большой мусорной урны. Мы ее искали. Из-за этого мы решили ставить мусор на ближайшей остановке. Когда мы оставляли его на ближайшей остановке, заметьте, мы убрали территорию на реке. Это же круто, правильно, да? И мусор с остановки должны вывозить. Вслед стали кричать местные, мол, вы что там делаете? Че мусор выкидываете? И знаете что? Прошло 3 дня, вашу мать. И этот мусор до сих пор лежит в этой мусорке, его никто не убрал. Что за прикол? Вы что там ставите? Мусорные урны, чтобы они просто у вас там постояли или что? Я не понимаю. Или вы типа берете весь мусор, который у вас собирается в городе, везете на реку и выкидываете на реку. Ну, чтобы в городе не было видно. Что это такое? Вот, смотрите. Даже есть пакет.
И со спокойной душой я вывезу этот мусор в ближайший населенный пункт. А, ребят, я, чтоб не мучиться, возьму и пробью глубину дипером. Мне можно. Сейчас мы его подцепим, потому что немножко мне непонятно, что здесь по глубинам. Я определить на глаз не могу. Сейчас посмотрим, что по глубинам, что по рельефу. Выберем что-то интересное. Я думаю, что с дипером это будет сделать очень просто. Показывает глубину 1,5, 1,6, 1,7 метра. Идет как такое плато. Сейчас мы пройдем, посмотрим за ним. Ну, я не знаю, можно ли ему здесь верить, но здесь типа яма 6 метров, 6,9. 8 метров. Чем дальше, тем больше яма. Что-то дипер врет, мне кажется. А теперь пишет, что слишком мелко. Ну что, первую точку я уже выбрала. Буду ловить с русла, практически под своим берегом, вниз по течению. Вторую точку я приняла решение выбрать в другом месте. Может быть, это и неправильно. Учитывая то, что я буду кормиться и в одну, и во вторую точку, я, получается, буду сама у себя рыбу забирать. Но есть вероятность того, что рыба может быть в одном месте, либо во втором месте, понимаете? И вообще я сегодня стою на прогоне, а не на яме. И неизвестно, что из этого может получиться. Ребят, сейчас правый фидер я закормлю. Сделаю бросок на точку ловли из 10 кормушек с кормом. И давайте вот кукурузой в качестве крупной фракции. Кукурузу я обязательно нарезаю для того, чтобы рыба не успевала наедаться. А запах будет ее очень сильно привлекать. Вот так. Я думаю, что две вот таких вот баночки, вот как я вот сейчас вот сделала, одну и вторую надо обязательно туда скормить. It's 4 o'clock in the evening. I haven't left my room, but the truth is, if I'm honest, I feel stuck here in the middle. Ну и давайте, если на тот я поставила кукурузу, давайте на этот поставим пучок мотыля и закроем его одним опарышем. Вот уже вижу, что рыба там 100% есть какая-то, может быть меленькая или что, но уже что-то вот поклевывает. Это, ребята, я вам хочу показать свидетельство того, что на точке, где я ловлю, есть рыба. И, скорее всего, это какая-то беленькая рыба. Пускай она маленькая, большая, неважно. Рыба там присутствует. Мы убираем опарыша. Это как реакция была
на мотыля. Сейчас поставим мотыля. Давайте поставим двоих. Опа! Есть. Небольшое что-то, я думаю, если засекла. Густера. Есть, ребятки, что-то. Сейчас посмотрим. Буду сюда, ребят, выбегать, потому что... Блин, сошло здесь. Ну, извините. А вот так выглядит червячок, которого стянула рыбка. Ну, а пока я жду какой-то реакции с той стороны удилища, я начинаю подготавливать животный компонент и нарезаю опарыш. Так, ребятки, походу это первая рыба сегодняшнего дня будет сегодня. Да, ребят, первая рыба к нам пришла. Опа, кто тут у нас? Кто тут у нас? Подлещ. Ну что, первая рыба сегодняшнего дня. Это вот такой вот замечательный подлещик. У меня уже была одна поклевка, тоже на червя. Я тянула рыбку, но она сошла. А вот, и я очень рада. Продолжаем ловить. Да, он небольшой. Я знаю, что это разведчик. Я жду большого. Пускай зовет большого. Красавец. Ну и, конечно же, нет ничего круче кофе на природе. Особенно круче, чем кофе с шоколадкой. Ой, люблю я шоколад. Обожаю шоколад. Без шоколада жизнь мне не мила. Ждем поклевку. Смотрите, какая густерка хорошая попалась. Крючок 12 номера у меня здесь. Хотела только что поменять, и теперь понимаю, что, может быть, все-таки не менять. Как ты думаешь, оператор? Зачем, правда? Отличная густера. А самое интересное, что она еще и покусанная кем-то. Сейчас покажу. Ой. Самое интересное, она еще кем-то была покусана. О, видите? Сбита чешуя. Кто-то ее пытался кушать. Интересно. Feel stuck here in the middle. Am I one of those crazy people? Should I stay here or should I let go? Эй. Ну, густера. Я могу сказать, что на червя клюет рыбка побольше, поэтому сейчас вместо мотыля я все-таки поставлю на этот фидер обязательно червя и на второй тоже.
Так, поменяла, ребят, крючок. И сразу же поймала рыбу. Почему? Потому что я знала, что там меньшего размера. Но мы будем ждать крупнее. Потому что когда закончит клевать вот эта вот гадкая мелкая рыбка, обязательно подойдет рыбка покрупнее. И я это знаю. Я вот так вот сюда подхожу, чтобы вытянуть, и ничего не зацепилось. Там, походу, ребятки, идет рыбка какая-то. Сейчас посмотрим. Будем надеяться, или что-то зацепилось за леску. Такое ощущение, когда... Не знаю, сейчас увидим. Ох, какая, ребятки, хорошая густерка! Ай-яй-яй, посмотрите. Смотрите на эту густерень. Она же обалденная. You held your hand in mine all the way. Ask if I'm enjoying the night. It's okay, so I can say I don't like it. Can't say I don't mind, but somehow I always end up here. I'm stuck, I'm 6 feet under. Everybody wants to say that it's only a dream. Yeah, everybody wants to say that it's nothing for me. Everybody wants to say that it's only a dream. Yeah, everybody wants to say, but it's nothing, nothing for me. The night just goes on and on. You're in the mood. I stare at my feet and smile, acting confused, so I can't say I don't like it. Can't say I don't like. И чуть-чуть побольше густерка. Я не знаю, как вы, но я очень рада, что есть такая рыба. И я знаю, что чтобы поймать хорошую рыбу, нужно выкармливать, нужно ждать. И не обязательно каждый раз ловить хорошую рыбу. Достаточно одной хорошей рыбы за день, которая будет скрашена вот такими небольшими густерками. И все, и рыбалка, значит, состоялась. И даже если просто клюет такая густера, если у вас хоть что-то клюет, это же круто. Мелочь. Зачем мелочь? Поэтому мы ее сейчас... О, бляха, уклейка, ёпсель наш, ёпсель. Я не знаю, проголодались вы или нет, но я проголодалась очень, потому что я сегодня даже не перекусывала. Единственное, что я сделала, это 2 раза попила кофе с пару кусочками шоколадки. А все почему? Все потому, что я хотела приготовить вот такую вот замечательную курочку. Это цыпленок, которого я замариновала вчера, и сделала это с использованием майонеза, аджики, лука, у меня текут слюни, и различных специй. Посмотрим, что у меня получится. Жарить я хочу ее на решетке. Мне кажется, выглядит, по крайней мере, очень красиво. Фэшн курица. Жарить буду курочку я на решетке. Впервые делаю курицу целиком. Думаю, что лук можно удалить. И мы нашу курицу выкладываем сверху на решетку. Отличные горящие угли. Посмотрите, какая она красотка.
feeling blue. It's 4 o'clock in the evening. I haven't left my room, but the truth is, if I'm honest, I feel stuck here in the middle. Am I one of those crazy people? Should I stay here or should I let go? Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь такую красоту? Это просто жесть. Как красиво. И я надеюсь, будет вкусно. Ого, ого, ого. Ох, хорошенькая. Смотрите, какая вкусерка. Огонь. Горячо. Ну и? Она получилась? Ребят, как курочка-гриль. Это очень вкусно. Can you tell me what you see in me? Can you tell me what I need? Can you tell me what you see in me? I just feel stuck here in the middle. Am I one of those crazy people? Should I stay here or should I let Ребят, скоро стемнеет. Давайте посмотрим, сколько мне удалось поймать сегодня, а точнее наскрести на фидер. Ну вот, ребятки, вот немножко рыбки мне удалось настрелять. Вот если вот так вот смотреть, то рыбки много. Если вот так вот смотреть, то рыбки мало. А вот так вот смотришь, и рыбки много. В общем, густеры я сегодня половила, попался лишь один подлещик. Я рассчитывала на то, что может попасться что-нибудь еще. Но либо место не то, либо рыба не в духе. Короче, у меня, к сожалению, ничего, кроме вот этой вот рыбы, которую мы сейчас, естественно, опустим, не клюнула. Оп. Отпускаем малышей карандашей. Вот. Собираемся, забираем мусор, который здесь весь собрали, и уезжаем. И оставляем комаров в одиночестве. Кому нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока. Привет от рыбачки из Беларуси. Уху!